Продолжаем тему вообще мировых новостей и того, что у нас происходит в мире, и, скажем так, моей точки зрения вообще на все происходящее. В прошлый раз мы с вами начали тему Венесуэлы и конкретно одного из президентов Венесуэлы, это Уго Чавес, и то, что он вообще встал на путь вызова гегемонии США, причем он не боялся об этом говорить открытую, он очень часто об этом упоминал, он не боялся, опять же, каких-то санкций, еще чего-то, но как бы Венесуэла эта тема достаточно спорная в том плане, что, конечно, у них, помимо того, что они кидали вызов США, было еще очень много внутренних проблем. Это неправильная экономическая политика, неправильно расставленные приоритеты в ведении экономики и так далее. Но мы сейчас будем говорить не об этом немного, а о том, почему Венесуэла стала последней каплей мировой общественности. А я вам хочу напомнить, что говорил Уго Чавес про президента тогдашнего Джорджа Буша-младшего. В том, что здесь был дьявол. Вчера он стоял на этом самом месте. Здесь до сих пор пахнет серой. Президент США– дьявол во плоти. Он учит нас жить, говорит с нами, как властелин мира. Ему нужен психиатр. Он хочет мирового господства и учит нас, как себя вести. Это посерьезнее, чем фильмы Хичкока. Я название придумал. «Поваренная книга дьявола». Это говорил тот самый президент, который, кстати, недавно умер. Ребят, вот понимаете, в чем дело? То есть Венесуэла начала борьбу, опять же, с Соединенными Штатами. И этот президент, в том числе, он как раз-таки славился тем, что он был чуть ли не одним из таких ярых противников Соединенных Штатов Америки. Противников как, в каком виде, да? Противников в плане того, что он говорил против США. Он говорил, что эта страна не желает ничего хорошего мирового сообщества. Он говорил о том, что эта страна именно ведет гегемонию вот такую, и он был ярым противником этой гегемонии. Также вот то, что я вам говорила про Ирак, помните, что там не все так просто. Там не все так просто с Саддамом Хусейном, что, по сути, того же самого Саддама Хусейна просто воспитали США. Они же его наускивали на Иран, они же наускивали его вмешательство в другие страны. Они же потом уничтожали, типа нашли там, сказали: ой, смотрите, он там вторгся в Кувейт, он такой плохой, такой нехороший. Почему? Задайтесь вопросом, почему он игнорировал, почему он так сильно игнорировал все вот эти вот резолюции ООН, которые там ему говорили. Ну, наверное, потому что был кто-то, кто говорил ему: не парься, все будет хорошо. Либо у него было что-то на США, но, как я подразумеваю, кто-то был, кто ему говорил: не, все будет хорошо, чувак, все у тебя будет хорошо, даже не парься вообще, можешь не обращать на это все внимание, это так, чисто фарс. А потом его же кинули, его же вот эти вот здравые ребята, которые ему это все устраивали, а, кинули такую петарду, знаете, со взрывной волной на весь Ближний Восток. И просто все страны мира: а-та-та, смотрите, какой плохой Ирак, и полетели туда и разбомбили этот же Ирак и этого же Саддама Хусейна. И как раз-таки президент Венесуэлы там же называл Буша вот этого вот младшего лжецом и тираном, которого должны судить на международном трибунале за американское вторжение в Ирак. И по мнению латиноамериканского лидера, что американский президент поддерживал терроризм. И его речь в ООН, которую говорил американский президент, это повод вообще для обращения к психиатру. Но, конечно же, все сказали, что он такой плохой, он, конечно же, ничего не понимает, США мега доброе, классное, позитивное государство, а, конечно, Уго Чавес, он на самом деле недостоин вообще править страной и вообще очень-очень негативная личность. Это, конечно же, ну, так или иначе, с любым президентом происходит, который говорит что-то против. И вот
тогда еще это все началось, понимаете? И позже. И, допустим, те же самые Саудовская Аравия, я думаю, что как раз те документы, которые были переданы им Ираном, с которыми они ознакомились, там как раз-таки тоже содержалось много сведений о том, что делали США в Ираке. Как именно США при помощи того же Ирака, то есть с помощью того же самого Ирака, руками Ирака, просто делали то с Ираном, что они там делали. Как они же, то есть, проводили вот эту вот всю терроризацию там в Кувейте, с чьей подачи это все было. Я не думаю, что он такой, знаете, прям вот дурак сам туда попёрся. Без того, что ему кто-то там похлопал по плечу и сказал: все будет нормально, давай вперед, дерзай, мы же за твоей спиной, тебе нечего бояться. Поэтому разжигание Ближнего Востока, то, что произошло с Венесуэлой и много всего, это все одна цепочка событий, которые происходили так или иначе. То есть цепочка событий, которая приводит к определенной концовке, к определенному консенсусу, потому что, ну, тут уже я не знаю, кем надо быть в странах, вот вообще в мировых странах, какими терпилами или, я не знаю, кем, дебилами, вот по-другому не назвать, для того, чтобы не понять, что этому всему надо положить конец. И я думаю, очень многие страны этим озаботились и начали думать в этом направлении и лежать в этом направлении. И знаете, за что, кстати, в Венесуэле вообще внесли санкции? Ну, конечно же, они же так не могут сказать, что за то, что ваш президент называет нашего Джорджа Буша-младшего дьяволом. Конечно же, они так это не скажут. Ну, они просто взяли очень-очень такую обтекаемую, как обычно они любят делать, позицию и сказали: ну, вы просто очень плохо боретесь с наркотиками и террористами. Все, и вот мы решили, что из-за того, что вы очень плохо боретесь с наркотиками и террористами, мы как бы типа, ну, решили, что будем накладывать на вас санкции. И началось и понеслось. То есть я не знаю, как на тот момент было там с наркотиками в Венесуэле, но явно не все так было плохо, как вот с тем же самым Таиландом, там вот и вот этой вот, знаете, золотой треугольник, допустим, который там был, уже имя которого стало нарицательным вообще во многих странах мира. Я не думаю, что это было хуже, чем, допустим, тогда, когда в китайцев всех массово травили опиумом, или то, что в Мексике до сих пор просто целые плантации наркоты. И что-то нормально все, и на Мексику никто ничего не накладывает. Там свои плантации, простите, да, там свои выращивают просто, видимо, поэтому как бы ничего такого прям уж супер глобального нет. Ну а дальше все пошло по стандартным сценариям, знаете, того, что как любят делать США, и тут в том числе вот это вот то, что называют соросятами, там, да, режим цветных революций, там и вся вот эта вот канитель, всяческие CNN, которые любят говорить о том, что кровавые тираны захватили власть там и так далее. И все это пошло в том числе в Венесуэлу. И там началось, значит, создание оппозиции, все там бегали с флагами, СМИ это все разжигали, естественно, правительству это все не понравилось, правительство попыталось как-то утихомирить это все и сказали, что, ну, мы будем вводить жесткий режим, это как раз-таки было уже при Мадуро. И он начал как-то пытаться этому всему противостоять, а по факту, то есть, ну, США что хотели сделать? Естественно, как обычно, то есть, если тебе не нравится режим правительства, президент другой страны, возьми и свергни этого президента нахрен и посади кого-нибудь, кто тебе больше нравится и который будет делать ровно то, что тебе хочется. Это у них стандартная практика вообще, которую они запускают во всех странах. И либо этот президент начнет петь по-твоему, после того, как ты ему покажешь, да, что вот смотри, мы тут у тебя чего-то там устроили условно на Болотной площади, вот, и если ты там не перестанешь говорить против нас, мы там тебе еще круче устроим. Либо, допустим, давай-ка, дорогой,
говори о том, что хотим мы, а не то, что хочешь ты. Ну и после того, как президент в 2014 году Венесуэлы начал бороться с вот этими условными соросятами, которых там начали цвести и пахнуть, ребят, вот я надеюсь, нет сейчас тех, кто думает, что ой, это было волеобъявление народа, это народ хотел, народ против кровавого тирана восстал. Народ, вон, восставал во многих странах, тех же самых Америки, Германии и прочих странах, да, восставал против того, чтобы людям не вводили убивающие их непонятные препараты и не заставляли людей убивать себя. Против добровольной эвтаназии выходили, понимаете? Толпами, просто толпами выходили. В Канаде выходили. Где санкции? Что сделали с теми людьми, которые выходили, действительно сами люди выходили за какую-то свободу, за что-то там? Что, может быть, осветили в СМИ? Может быть, там целый конгресс ООН собрали, да, по этому поводу, что же это за страны-тираны такие заставляют там собственных людей, населения идти на эвтаназию, там что-то делать? Нет, ничего ж такого не было. А что там с теми самыми фермерами, которые выходили и говорили о том, чтобы их фермы не закрывали, потому что там углеродная политика или еще что-то? Где те самые фермеры? Что там, где санкции? Где санкции? Что, кто-то против Нидерландов, может быть, санкции ввел? Там же за свободу борются люди, нет? Где? Против Австралии, что там, что с кучей народу выходило. То есть вы понимаете, что все это просто галимое, вот я не знаю, как это даже назвать. Зато когда, извините меня, какой-то там очередной дебил обливает красками Ван Гога и кричит, или там прибивает, извините меня, к асфальту, это сразу, о, надо срочно обратить на него внимание, он же реально вот, значит, говорит нам о том, чтобы мы обратили на это внимание, мы должны на это посмотреть, посмотри, общественность, вот, значит, какой-то хрен, который, извините меня, облил свои гениталии краской возле здания правительства, правительство должно его услышать, а те миллионы людей, которые выходят против того, чтобы убивали их детей, против того, чтобы убивали их, против того, чтобы убивали экономику, их просто отбивают от жизни, им просто блокируют карты, у них просто отбирают технику, у них отбирают все, блокируют счета, блокируют те счета, которые люди им дают, ну, то есть собирают. Это все вот политика называется. Поэтому, ребята, тут даже вот просто не дайте себя обмануть в этом плане, не дайте, просто смотрите и анализируйте, как вообще вот эта вот политика двойных стандартов, так называемая, то есть выгодно, кому выгодно, тот так и поет, и политика это очень грязное дело, там нет правды, запомните это, там нет вообще абсолютно правды, и за людей там никогда ничего не было, вообще ничего за людей не было. Всем было плевать на людей, всем президентам, всем вообще абсолютно. И даже то, что сейчас идет вот на фоне борьбы с вот этой гегемонией, там не за людей идет война. Это мы с вами за людей, и мы должны свою позицию тоже отстаивать. И далее, смотрите, вот получается, в 2014 году в Венесуэле они начали бороться вот с вот этими соросятами, начали бороться, причем, ну, не так, чтобы прям совсем-совсем, но да, начали как-то вот пытаться противодействовать вот этой вот бунту, вот этому, который создавался искусственным образом у них в стране, для того, чтобы просто свергнуть то правительство, которое не нравится. Ну, потому что не хотел этот президент петь под дудку США. Ну, просто не хотел, поэтому надо было его свергнуть, естественно. Вот, он пытался как-то унять, все убрать, и потом он был удивлен, крайне удивлен тем, что во всех странах мира начали просто обливать Венесуэлу грязью, выставлять ее в негативном свете и говорить о том, что
какая же это вот грёбаная страна, которая вообще не соблюдает человеческие ценности, не соблюдает, значит, демократию, не соблюдает вообще права людей. Ну да, про права людей там тоже, запомните, вспоминают всегда те, кому чего выгодно. Про права людей, которые не хотели убивать себя, почему-то не вспоминали и говорили, что у них прав нет. Потому что права людей — это просто удобная риторика. Те люди, которые называют себя якобы вот этим мировым сообществом, последнее, о чем они вообще думают, это права человека или там то, что вот чего там надо человеку. Что им надо, то они и делают. Ну, по факту, да. Ну и, конечно же, вот, типа, смотрите, там, Венесуэла, такая, значит, недемократическая страна, значит, этот Мадуро такой весь самодур-тиран, потому что он заводит политические дела против своих оппонентов, чтобы они там не могли занять никак, вот ему там противопоставить ничего, значит, для того, чтобы они не могли занять президентское кресло, вот, потому что он боится, и он вот такой тиран, поэтому он всех своих оппозиционеров убирает. И тут мы смотрим сейчас на США и такие, да, а ничего же нам это не напоминает, да, нет, мы нигде же это не видели, да, Трампа недавно арестовали, нет, это же другое, простите, это же другое, это же вообще даже рядом близко не стояло, то есть, как этого бедного Трампа еще в 2016 там пытались во всех грехах обвинить, 10 тысяч уголовных дел там на него писали, и потом писали, и во время президентства писали, что-то там пытались его за все подряд посадить, за то, что он чихнул в троллейбусе, еще за что-нибудь, то есть за все вообще. То, что там Хантер Байден, извините меня, на его ноутбуке там, извините, с малолетними детьми, это нормально, это, то есть, это ничего, это вообще в пределах нормы. А вот то, что там Трамп в свое время там что-то там один раз косо глянул на порнозвезду, это, конечно, косяк, это вообще залет, которого, ну, невозможно для президента. А вот то, что президент другой, да, хороший президент, то, что он со своим ребенком не понять, что там делал в душе, что ребенок описывает у себя в дневнике и говорит, что это очень сильно повлияло на его жизнь дальнейшую, и он вспоминает это с ужасом, это, конечно, это нормально, то есть ничего подобного, ничего такого, вот, чтоб прям вот общественный резонанс или там порицание было, нет, конечно же нет, потому что, ну, это ж норма, это ж нормально все. И, понимаете, вот здесь просто без комментариев на самом деле, поэтому то, что там он там сажал оппозиционеров своих или что он там делал, ну это просто смешно на самом деле. Мы опять же видим то, что ну, просто пытаются докопаться, подкопаться и пытаются просто найти предлог, не более, вот просто предлог. Ну и естественно то, что не удалось вот этот госпереворот провести в Венесуэле, потому что реально начали убирать всех вот этих вот соросят, начали с ними активно бороться, и правительство, то есть, приняло меры для того, чтобы это все обрубить на корню. Естественно, конечно, те, кто это все делал, им это все не понравилось, поэтому с 2015 года США просто взяла и закрыла Венесуэле доступ к американским финансовым рынкам, Центробанку, к доллару и проведению международных операций. Венесуэльское руководство обвинили в том, что обычно они любят делать, это типа нарушение прав человека, фальсификации выборов, торговли наркотиками, коррупции и валютных махинациях. То есть вы понимаете вообще, в принципе, вот смысл этого всего. Позже запретили операции с венесуэльским госдолгом и ведение бизнеса с государственной нефтяной компанией Венесуэлы. И это произошло после того, как в 2018 году вот этот президент Мадуро победил на президентских выборах, но США и Евросоюз отказались признать их результаты. Вы понимаете, что смысл какой? Это полное вмешательство во внутренние дела страны. То есть тебе не нравится президент? Тебе не нравится то, что там происходит? Тебе чего-то не нравится? Все, просто свергнем диктатора кровавого, и все нормально. Поставим такого, который нравится. То есть это все полный трэш. Я не знаю, насколько там обтекаемые, необтекаемые были вот эти вот позиции, но, извините меня,
Как они там в Иране вот этой пробиркой трясли, что там химическое оружие якобы производится, мы все помним, да, потом сказали, да, это мы просто таблетку глицина растолкли и потрясли, да, это на самом деле это не было, ну, нам просто повод был нужен, чтобы вторгнуться. Там, что они еще вот много такого делали, типа, ну что, да, просто объявим там, что они там, козлы, короче, нарушают права человека, все, превратим в банановую республику, пускай эти люди вообще сдохнут там нахрен. До этого просто их права нарушали, а сейчас пускай они сдохнут с голоду там. То есть это не нарушает их права, да, это как бы нормально по отношению к тем людям, которые живут в Венесуэле. Так они зато будут сидеть и чувствовать себя в демократическом, что демократическое сообщество их поддержало, да, их права оно отстаивает таким образом. То есть права этих людей отстаиваются таким образом, что эти люди дохнут от голода массово, и это отстаивание их прав. Понимаете, в чем дело? Насколько этим людям легко от этого или насколько им от этого сложно, ну, наверное, тому, кто это делает, мировому суперсообществу виднее. И я не зря сказала, что Венесуэла это была вот последняя капля, потому что там это было просто открытое вмешательство во внутренние дела других стран. И если вы думаете, что другие страны, допустим, та же самая Саудовская Аравия или там Китай или еще что-то, да тот же самый Казахстан там какой-нибудь или Нидерланды там или прочие, Нидерланды, ладно, хрен с ними, они поют под ту же самую дудку, у них там вообще все поставленные и ставленные. То есть другие страны, которые более-менее чего-то, кого-то там есть понимание суверенитета, какого-то внутреннего вот этого вот независимости, да их всех можно под эту гребенку сгрести, потому что они, по сути, решают свои внутренние дела. Каждое государство, ребят, просто поймите сейчас, вот одну простую истину, которую я вам попытаюсь донести, она не очень красивая, но она идет со стороны государства, что государство видит то, что происходит внутри страны, по-другому, нежели народ, который живет в этой стране. Я сейчас не буду рассуждать на тему того, хорошо это или плохо, я буду просто говорить, как на это смотрят вот там на верхах. И на верхах они делают то, что им надо. Они делят власть по-своему. И, естественно, какой-нибудь президент, а это обычно не президент, даже какой-то конкретный один человек, это целая прослойка элиты политической, понимаете, каких-то определенных людей, друзей, грубо говоря, группировок там, я не знаю, как назвать, ну, это не совсем группировки. Те же самые, если мы возьмем Саудовскую Аравию и просто посмотрим, как, допустим, принц Мухаммед и его отец, его отец, пришли к власти, насколько они вообще тоже там избавлялись от своих, можно сказать, политических оппонентов, мы увидим, что там все очень серьезно. То есть там они тоже очень хорошо так почикали все концы людей, которые могли бы поднять, допустим, население и просто их свергнуть. Также и другие какие-то люди, которые до власти дорываются, они не хотят, чтобы кто-то эту власть забирал, потому что там всегда идет, постоянно идет борьба за власть. Это в кулуарах, да то же самое США, посмотрите, что они творят. Когда там за Байдена голосовали трупы, извините меня, с кладбища, это было нормально, то есть это демократические выборы, нет фальсификации, свобода слова, настолько там защищаются права человека, что люди даже после смерти учитываются их мнение, они прям с рая голосуют, понимаете? И люди не хотят терять власть, никто не хочет терять власть, прослойки элиты не хотят терять власть, поэтому обвинить можно кого угодно в этом, любую страну можно обвинить в том, что ты грёбаный кровавый диктатор, ты не даешь высказаться людям, ты, значит, не даешь людям, ты фальсифицируешь выборы, ты там все это делаешь и так далее, потому что весь мир, абсолютно весь мир, он находится вот в этой грязи, весь мир, и Китай, и еще где-то, вы думаете, прям вот где-то прям честные выборы? Вот прям вот какая-то есть супер светлая страна, прям такая, вот демократически, вот прям вот вся такая наичистейшая, где нет фальсификаций. Вообще нет фальсификаций, вот только вот все какие-то там третьесортные гребаные страны, вот там фальсификации. Но США-то
В США это самые честные выборы в мире, и в других странах тоже, видимо, самые честные выборы в мире. Нет, ну нет. На самом деле это уже давно все поделено, ну, то есть, понимаете, люди там участвуют формально, и они участвуют только, я вам говорила, да, в принципе, есть у меня ролик на Ютубе, где я вам рассказывала про вообще выборы и последствия вот этой вот галочки на бумажке. Есть у меня такой ролик, он очень-очень старый, но я вам говорила, что фактически эти вот галочки собираются только с одной единственной целью, для того, чтобы вы право выбирать за себя передали кому-то другому, чтобы вы говорили, ну, как бы ставили, что вот этот человек имеет право говорить от моего имени, что я передаю ему полное право делать выбор за меня, что он будет решать, как я буду жить. Вот и все. Чтобы люди, которые вот делают, они фактически подписывались, идут на выборы, и они делают выбор. Причем они делают выбор на тонком плане, ментально они делают выбор, что я сейчас выберу и переложу свою жизнь, ответственность за свою жизнь на какого-то дядю, неважно, за кого я там поставлю эту галочку, кто выиграет, тот и будет решать, как я буду жить. То есть вот сам факт, для чего с вас собирают эти галочки. А на самом деле там уже между собой они все поделили, ребят. Вот и все, вот и вся правда. Поэтому это не только там такая вот Россия, в которой фальсифицируют выборы, не только там еще какая-то страна, в которой фальсифицируют выборы. Что вы думаете, вот те страны, в которых проходили вот эти вот оранжевые революции, там что ли честные выборы после этого были? Фу-фу-фу-фу-фу. Я вас умоляю. Ну, перестаньте верить в чудеса, перестаньте верить в волшебную фею. Ее не существует. Волшебной феи Байдена не существует. Это просто миф. У нее крылышки уже давным-давно облезли. Просто перестаньте в нее верить. И снимайте лапшу с ушей и снимайте очки с глаз. Выкиньте попкорн. Вам там ничего, правда, не расскажет в телевизоре. Ну вот на вот этом я, наверное, завершу сегодняшний эфир. Почитайте про Венесуэлу, посмотрите, сложите какое-то свое представление, свое мнение, попытайтесь проанализировать ситуацию. Я думаю, для вас многие вещи тоже станут более очевидными. Но у меня на этом все на сегодня. Всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. До скорых встреч!